Доброго времени суток! Вы смотрите канал «Водопроводные фильтрационные системы». С вами я, Гога. Тема сегодняшнего видео не связана с темой канала. Возможно, вы слышали о экокамине. Я решил сделать такой экокамин для себя и с целью обогрева дополнительного помещения, потому что, хотя этот камин и маленький, но тем не менее обогрев он тоже дает, что хорошо в нынешних условиях, когда часто включается электричество. И также это довольно-таки выглядит эстетично. И вот как я его сделал. Это обычные два цветочные горшка средних размеров. Ну, сверху такая декоративная крышечка с ракушками из Атлантического океана. Внутри он выглядит так. Состоит из нескольких частей. Это просто опиленный цветочный горшок. Крышка срезана и зашлифована. Здесь находится топка. Ну, вот эти детали, это не столько детали декора, сколько они поддерживают вот эту часть камина, для того, чтобы снизу был приток воздуха. А вот это сама топка. Внутри, как вы видите, насыпан обычный песок, куда помещается топка. Значит, из чего сделана топка? Топка сделана из обычной крышки со старого термоса, просто вынута внутренность пластиковая. И внутри находится обычная минвата, куда и наливается жидкость для экокамина. Поначалу я использовал просто марлю и сверху асбестовый шнур, но это оказалось не очень эффективно, марля все равно горит, а минвата, она остается неизменной. Видите, сколько я раз ее использовал, но тем не менее она не является горючим материалом, и поэтому это наилучшее использование для такой топки. Тем более топливо, которое сюда наливается, оно благодаря этому может использоваться по максимуму, потому что горят пары и равномерное как раз выделение паров происходит. Сверху вот такая крышка. Крышка для обычной банки на резьбе. И она как раз сюда идеально подходит. Сейчас я соберу экокамин назад и затем продемонстрирую, как он работает и как добиться лучше всего горения паров, чтобы меньше всего был запах, потому что запах все равно присутствует, если пары плохо сгорают. Если сгорают хорошо, то тогда количество запаха оно минимальное. Вот я поставил топку назад. Видите, что топка не засыпана вся песком. Сначала я насыпал вплоть до самого огня, но это не очень хорошо, потому что если жидкость для экокамина проливается на песок, то она начинает там гореть, нагревает его, и тогда пары начинают уходить в сторону, сгорать там, что не очень удобно и появляется запах. Поэтому топку лучше оставлять открытой. И сейчас я налью топливо, и мы посмотрим, как оно горит и как можно добиться результата, чтобы топливо сгорало полностью и был минимальный запах. В принципе, жидкость для экокамина, когда она сгорает полностью, дает углекислый газ и воду, то есть пары. Нет копоти, нет дыма, но может появляться запах из-за того, что все-таки основа этой жидкости это спирт, и может появляться такой резкий спиртовый запах, если пары все не сгорают. Когда жидкость дешевая, то не обязательно некачественная, но может быть все-таки запах более резкий. Поэтому очень важно добиться именно того, чтобы запаха не было. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Скажу сразу, экспериментировал очень много. Итак, жидкость залита. Примерно в эту топку уходит 160 мл. И время горения около 3 часов. Ну, 2 часа интенсивного горения и еще где-то час, скажем так, на минимальном огне. Ну, я покажу, как это происходит, как это выглядит. Особенно, когда топка горит на минимальном огне, очень важно, чтобы
топлива, то есть эти пары, которые выходят уже не так интенсивно, сгорали. Теперь давайте зажжем и посмотрим, как это все происходит. Видим, что пламя разгорелось уже довольно-таки хорошо, но обратите внимание, оно такое нестабильное, то есть постоянно язык пламени качает туда-сюда. И вот в таком случае как раз и происходит максимальное количество несгоревших паров, максимальное количество запаха. Если ставить крышку вот таким вот образом, пламя тоже нестабильно. То есть нужен приток воздуха, нужна тяга. Как делается такая тяга? Для этого я использую вот такие вот штучки, которые остались после того, как я делал тернопольские свечки. Это вы можете увидеть в другом видео. Но я их использую здесь. То есть ложу вот так. Можно использовать обычные камушки по кругу. И потом сверху ставится крышка. Благодаря этому увеличивается приток воздуха и пламя становится более ровным. Ну, в принципе, в таком варианте тоже можно использовать. Но когда пламя становится маленьким, то оно начинает гореть только синим пламенем, а должно быть вот такое вот оранжевое. Пары, во-первых, не сгорают полностью, то есть уменьшается время горения. А во-вторых, потом из нагретной топки пары начинают выходить, когда топка гаснет, и появляется в конце такой очень насыщенный запах несгоревшего спирта. Поэтому что я сделал? Я внутрь в топку также ставлю вот эту же штучку металлическую. Тонкий металл, который разогревается и который, когда особенно паров уже недостаточно, происходит такая взаимосвязь. Горение нагревает металл, а металл не дает гаснуть парам. Сейчас я поставлю его внутрь и потом покажу, как это все происходит. Обратите внимание, что пламя стало гораздо выше, когда внутри стоит такой металл. И оно горит гораздо ровнее, и цвет пламени, он более насыщенный, более интенсивный такой. То есть, видите, горит таким очень ярким оранжевым цветом. И даже сейчас вы видите, что металл, он внутри такой раскаленный, и благодаря этому пары горят лучше, которые проходят через металл. Вот такой камин, то есть пламя довольно-таки высокое, по типу свечи, получается, горит. Когда в комнате довольно-таки темно, то, в принципе, получается очень красиво. Сейчас я не могу показать, как это в темноте выглядит, но выглядит очень хорошо. Поставить такой камин можно где угодно, лишь бы рядом не было чего-то, что может загореться. И при этом он, как я уже говорил, довольно-таки хорошо подогревает комнату. И когда камин горит вот таким пламенем, запаха практически нету. И теперь через 2 часа я вам покажу, как горит в таком варианте при уже слабом интенсивном выходе паров. И что вот такой вариант, когда в топке находится вот такая вот металлическая штучка, это лучший вариант. Кстати, поначалу я использовал просто проволоку, это тоже можно. Еще в самом начале я внутрь ставил сетку металлическую, мелкую, но это не очень вариант. Лучший вариант, когда металл находится чуть выше над топкой, чтобы он раскалялся в верхней точке и чтобы пары из топки не загорались. Я постарался затемнить комнату как можно больше, чтобы была такая темнота. Вот как оно горит в темноте.
Кстати, можно сделать прорези вот эти вот боковые повыше. Возможно, тогда не надо будет приподнимать саму вот эту боковую стенку, но я этого не сделал по той причине, что вот эта вот боковая стенка, она нагревается. Я боюсь, что она просто треснет. Хотя вроде бы это глиняный сосуд, он должен быть устойчивым к температуре, но тем не менее. Кстати, по использованию глиняного сосуда. Сразу скажу, что лучше брать новый сосуд, новые горшки. Почему? Потому что если вы используете какие-то старые, то они натягивают в себя влагу, особенно если это бывшие цветочные горшки, и может появиться неприятный запах. Поэтому лучше новые горшки. Тем более, что стоит это недорого. Теперь осталось дождаться, когда интенсивность пламени уменьшится, когда будет малый выход паров, и тогда вы увидите, что вот в таком варианте топка она работает по максимуму. Вот обратите внимание, что интенсивность пламени уже очень слабая, его практически не видно. Но если убрать вспышку, она будет более заметней. Но когда пламя интенсивно горит, то заметно даже с вспышкой, то есть когда горит при съемке. Но я вам так скажу, что в принципе пламя бы уже практически погасло, если бы не было вот этой металлической вставки внутри. А так, в таком режиме оно будет гореть еще очень долго. И как раз все оставшиеся пары, которые там выходят очень медленно довольно-таки, они будут загорать, благодаря как раз тому, что внутри стоит металл. Видите, пары бывает набираются, так в полную силу еще пламя начинает разгораться чуть-чуть, потом опять гаснет, и вот так в таком режиме оно работает. Потом, когда пламя гаснет полностью, убираются те подпорочки, на которых стоит стенка, накрывается сверху крышкой и ставится в отдаленное место, где оно просто служит как декор. Ну вот только что вы видели, как оно горело, пыхтело. Теперь оно погасло. И для того, чтобы пары не выходили окончательные, просто вот это вот слаживается внутрь. Ставится назад стеночка. И закрывается крышечкой. И все. И вот теперь его можно поставить куда-нибудь в сторонку до следующего применения. Вот такой экокамин. Если вам понравился, можете тоже сделать себе такой. Если есть вопросы, можете присылать или задавать их в комментариях. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до скорых встреч.